Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю вот такой огромный торт. Украшать его буду белково-заварным кремом, итальянской меренгой. В интернет-пространстве, к сожалению, очень мало информации именно по украшению огромных тортов. На моем канале я уже создала серию видео именно по украшению вот таких огромных тортов. Размер у торта 32 на 42 сантиметра, то есть размер с хороший противень. Торт здесь рассчитан примерно на 40-50 порций, в зависимости от того, как их нарезать. То есть торт большой. Показываю самые быстрые и самые бюджетные украшения вот такого большого торта. Покажу, как сделать текстуру на белково-заварном креме именно в современном стиле. Зачастую воспринимается белково-заварной крем как нечто старомодное, из которого можно сделать только вензелечки, какие-то узорчики, плетение корзиночки и так далее. Я же показываю, как это сделать в более современном таком стиле. Сначала подготовлю розы. Насадка 8 мм на выходе, открытая звездочка, делаю основание. Здесь у меня насадка роза номер 128. Я ее уже давно сделала более узкой при помощи плоскогубцев. Цвет у крема просто красный. Сейчас показываю для новичков, как сделать основание у розы, чтобы не было видно у вас вот этого белого крема в основании. То есть нужно как бы в два яруса накрутить вот это основание у цветка. Делаю обычную самую садовую розу. Сейчас показываю средний размер и покажу еще два размера. Самую крупную и самую мелкую. Моя цель в этом видео показать, как самым быстрым образом украсить вот такой огромный просто торт. Такой большой торт, когда вы его будете выравнивать, работать с ним на поворотном столике, обязательно под подложку нужно подкладывать маленький силиконовый коврик, чтобы он у вас ни в коем случае не сдвинулся. В больших тортах это очень большая проблема. Раскрываю просто лепестков побольше, и в принципе роза моя уже готова. Здесь у меня частичка от заваренного белка попала в насадку, и поэтому из насадки выходит немножко крема сверху. Такое бывает с белково-заварным кремом. И делаю самый мелкий бутончик, буквально здесь основание, и пару лепестков сверху, и бутон уже у меня готов. Важно постоянно протирать насадку. Как я уже и сказала, что это украшение торта белково-заварным кремом, итальянской меренгой, самое бюджетное, которое есть вообще в кондитерском деле, потому что белково-заварной крем, дешевле его уже найти трудно, это просто белок, сахар и вода. Другой плюс этого крема в том, что он не содержит ни капли жира, он очень вкусный на вкус, и, конечно же, этому крему по бюджетности нет равных в украшении таких больших тортов. Сверху припыляю все цветы бордовым кондурином, так роза смотрится более богато. Пока розы отставляю в сторону и займусь уже текстурой самого торта. Торт я уже выровняла белково-заварным кремом. Особо досконально я не выравнивала боковины и верх торта. Здесь есть и пузыри немножко, и где-то разрывы на текстуре. И это нормально, потому что сейчас все это закроется. Всегда такие прямоугольные квадратные торты выравниваю элементарной стальной линейкой. То есть вот так очень удобно. Никаких особых сверхприспособлений я никогда не использую, кроме линейки. Для нанесения текстуры на боковину торта я беру обычную совершенно силиконовую кисточку. Просто кипяченую холодную воду, постоянно смачиваю кисточку в кипяченой воде и наношу вот такую косичку. Здесь самый важный момент, что кисточку нужно постоянно смачивать, и если у вас с первого раза идут разрывы на этом рисунке, вот с другого бока здесь будет более видно, нам нужно будет повторить этот рисунок уже по нанесенному. Вот здесь будет более видно. Видите, сразу пошли разрывы. Очень частая ошибка на белково-заварном креме, кто делает и странички у книги, и вот такие различные узоры при помощи силиконовой кисточки. Просто нужно не останавливаться на достигнутом, идти дальше и наносить, смочив в кипяченой воде эту кисточку еще раз, наносить повторный этот рисунок. И все у вас получится. У меня очень большое количество уже видео на канале с идеально выровненными тортами, но хотелось здесь вам показать именно вот такую текстуру для тех, кто не умеет хорошо очень выравнивать эти торты, а именно чтобы сэкономить крем и как очень быстро украсить этот торт в современном стиле, потому что зачастую вот эти вот вензелечки, корзиночки, какая-то паутинка на торте, она просто смотрится уже не очень современно, а хочется что-то более стильное, но в то же время из белково-заварного крема, и чтобы это был реально огромный торт. Такая техника очень облегчает работу мастеру
и в то же время смотрится очень презентабельно. Здесь вы даже можете не так четко выравнивать сами вот эти уголки у торта, сделать даже их более округлыми и тоже нанести вот такие же косички на торт. Такое сразу вам предупреждение даю: ни в коем случае железным шпателем, особенно вот таким фигурным, зубчатым, нельзя выравнивать вот эти боковины, потому что вы сразу же повредите вот эту самодельную подложку, которая у нас покрыта просто пленкой. Но если у вас торт будет стоять на фабричной покупной подложке, то тогда можно использовать этот фигурный металлический шпатель, но здесь я рассказываю именно вот об этой подложке самодельной. Как ее сделать, ссылочку я вам оставлю в описании к данному видео. Убираю все одноразовым кухонным полотенцем бумажным, всю излишнюю влагу, и сразу же делаю верх торта. Но верх торта, вот заметьте, буду именно фигурным металлическим шпателем делать. Для чего я это делаю? Для того, чтобы не повредить уже структуру вот этих вот бортиков. Если мы будем опять же кисточкой, смоченной в воде, это делать, у нас разжижится крем сверху, будут подтеки обязательно, и мы тем самым опять же повредим вот эти вот такие уже не очень идеально ровные бортики. Поэтому верх уже делаем именно металлическим шпателем. Но ни в коем случае его не используем для боковины. Вот такой у нас торт в современном стиле получился сверху. То есть текстура такая более современная, уже не старомодная получилась. И уже выставляем цветы. Для цветов делаю основание, но не помпезное. То есть такое примерно 2-3 см в высоту, не выше. Иначе нам потребуется еще больше цветов. Самый крупный цветок по обыкновению выставляю первым. От него уже выставляю следующие цветы, и цветок разворачиваю, чтобы вот этот самый крупный, чтобы он смотрел у нас к надписи. Саму поверхность торта, вот этот белый крем, я слегка покрыла еще из кондуринового спрея. Так вот эта текстура смотрится более выигрышно. Перламутровый просто цвет у спрея. Этого можно не делать, это просто по желанию. Выставила все розы, и уже между ними сейчас буду отсаживать тюльпаны. Здесь у меня насадка фантазийный тюльпан. То есть это не классический тюльпан, а это одна из многочисленных разновидностей насадок тюльпан. У меня даже нет номера на этой насадке, но можете любой здесь тюльпан использовать. Цвет у крема рубиновый, то есть это гелевый пищевой краситель водорастворимый. Я просто белый крем окрасила им. Намеренно не до конца я размешивала этот крем, чтобы цвет у цветов был более такой естественный. Здесь я полностью все пространство заполняю этими тюльпанами. Делаю я это специально, чтобы потом мне уже не тратить время на отсаживание основ для гортензии, а прям на эти не такие удавшиеся тюльпаны я уже отсажу гортензию. Это все делается элементарно, просто и быстро. Цвет мне нужен был у всего торта такой малиново-бордово-красный. Насадка номер 135, вот такая она, гортензия со штырем внутри. Отсаживаю уже между этими тюльпанами гортензии. Сам кондитерский мешок, его стеночки, я покрыла изнутри белым кремом, и внутрь этого белого крема я отсадила рубиновый крем, то есть цвет рубиновый, как у меня были тюльпаны. От тюльпанов осталось немножко. И вот таким образом делается гортензия. Вот эта насадка 135, так же как и насадка тюльпан, это все насадки штамп. Ими работать очень удобно и быстро в заполнении пространства на таких огромных тортах. Выкладываю сразу надпись. Надпись у меня сделана на сахарной бумаге. Сахарная бумага, отвечая на вопросы многочисленные в комментариях, ни в коем случае не разжижается на белково-заварном креме. Ее никак не нужно изолировать. Посыпаю посыпочкой бортик торта. В своих видео я всегда рекомендую моим зрителям иметь в наличии при украшении тортов вот такую мелкую посыпочку в основных тонах, чтобы вам всегда можно было быстро задекорировать именно основу торта. Тем самым вы экономите и крем, и время, и сам торт смотрится более воздушным и современным. И сейчас из этой же насадки гортензия сделаю выборочно такие цветочки по всей поверхности торта. Крема здесь на весь этот торт я варила из расчета порции на 250 грамм белка.
Варила я его сразу, 7-литровая дежа у меня у миксера. Сначала сделала эти розы, а потом уже покрыла весь торт и сделала вот эти цветочки, тюльпаны, гортензии и листья. Листик здесь у меня насадка номер 70, 1 сантиметр на выходе. Тоже, конечно же, берем крупный листик. Цвет у красителя был зеленый, просто листовой. Я слегка добавила туда красный, и получился вот такой фисташковый оттенок. Это очень удобно делать, чтобы не покупать очень много разных красителей. То есть смешали зеленый и красный, получается вот такой фисташковый цвет. Выставила пару бабочек здесь, и в принципе торт мой уже готов. Как сделать такую подложку огромную самостоятельно, я вам ссылочку оставлю в описании к данному видео. Все это уже есть на моем канале. Также ссылки на приготовление самого белково-заварного крема я также вам оставлю в описании к данному видео. Торт у меня состоял из двух начинок. С одной стороны была начинка торт Натс, а с другой стороны классический ванильный бисквит, крем малиновое мороженое и малина. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.